Всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня новый хобби-влог, поэтому кому интересны такого рода видео, оставайтесь со мной и приятного вам просмотра. Сегодняшний свой влог я начинаю с раскраски «Удивительные животные» из серии «Арт-терапия». Очень она мне нравится. С самого начала, как она у меня появилась, я стала в ней раскрашивать по порядку, но, в общем-то, у меня вот не так-то много здесь раскрашено, но каждый месяц я здесь по иллюстрации раскрашиваю. А в июне я вот это красила. Но сейчас я решила отступить от своего правила, тем более, что я даже сразу для себя решила, что пока краситься по порядку, так и буду. А в итоге, в этот раз я буду красить вот это. Ну, насчет... Вообще, по большей степени у меня здесь акварель, а тут я сочетала карандаши и акварель. Вот... Я не знаю, как будет в данном случае. Я сейчас пока думаю. Да нет, наверное, возьму акварельку и раскрашу. Может быть, что-то, если захочу, доработаю карандашами. Акварель будет детская, луч, как всегда. Возьму набор 32 цвета. Ну и, конечно же, обязательно покажу процесс раскрашивания на камеру, так что не переключайтесь, оставайтесь со мной, приятного просмотра. Я решила побрызгать даже губку, чтобы она немножко размягчилась, она высыхает довольно быстро. Буду использовать розовый цвет, не буду оригинальный. Правда, он здесь довольно-таки кислотный. Ну и немножко потемней. Самую малость затемнить. Так, и тут. Я так, частями. Главное не запутаться, потому что тут на самом деле более-менее понятно только там, где их моськи и камыши, и некоторые листики, а вообще там полная неразбериха. Теперь тоже немножко затемнить. И так, и где? Вот тут немного. Но вот здесь еще понятно, что дальше я не совсем догадываюсь. Я так... да, очень странно. Снова немного потемней. Мне очень эта акварелька нравится. Вы знаете, мне как-то очень комфортно ей раскрашивать. Клюв. Нет, вот этот цвет. И глаз еще нужно сейчас будет ему сделать. Такс. Вторую птичку решила сделать потемней. Для разнообразия. Вроде. Надеюсь, что так крашу. Непонятно. Сейчас я как-то стала больше еще использовать и белую акварель, хотя раньше я как-то вообще не притрагивалась. Тоже затемнить. Не знаю, наверное, раскрашу-ка я вот это, потом буду красить камыши и листочки. А уже когда все это раскрашу, тогда приступлю ко всему остальному. К их туловищам. Потому что я сейчас боюсь просто напутать и
не факт, что будет легко исправить. Ну вот камыши — это самое очевидное здесь. Ну, листва тоже, в общем-то. Вот. Немного потемней. Что касается акварели, то я дораскрашивала. Сейчас это все окончательно высохнет. И, может быть, где-то что-то я доделаю карандашами. Ну, даже я уже вижу, где что доделаю. Не уверена, что я как-то правильно все здесь прорисовала, потому что если с этим фламинго еще более-менее как-то все понятно, с этим понятно гораздо хуже и меньше, а с этим просто совсем какая-то беда, поэтому, ну, в теории, ну ладно, неважно. Как есть, так и есть. Тут как бы иллюстрации не претендуют на какую-то реалистичность, и, так сказать, манера раскрашивания тоже, да, как бы мои, мягко говоря, способности, они тоже, в общем-то, как-то не претендуют на какие-то шедевры, поэтому как есть, так и есть. Тут вот немножко не туда заехала, не тем цветом. Поэтому сейчас дождусь, когда все окончательно высохнет, и там уже еще немножко все доработаю. С обратной стороны никаких проблем нет. Воду я в этот раз вообще достаточно сильно лила, хотя с акварелью надо даже больше, но обычно я меньше лью воды, но все в порядке. В целом веселенькая, уже даже веселенькая иллюстрация. Пока иллюстрация сохнет, я хочу что-нибудь еще пораскрашивать, но на сей раз не по плану. Фантастические существа, раскраски по цветам, символам и номерам. Сейчас я что-нибудь здесь выберу и, наверное, пораскрашиваю брашпенами. Разворот я совершенно точно не хочу никакой красить. Ну, наверное, вот эту иллюстрацию возьму, раскрашу. Ну и, конечно, процесс покажу на камеру. Взяла брашпен. Вот, кажется, символы. Я не делала выкраску сейчас, не пробовала ничего, вот просто по колпачку. И, как мы видим, колпачок вообще не соответствует действительности. Кстати, считается, что это детская раскраска, но, знаете, несмотря на то, что вообще дети сейчас, конечно, продвинутые, но тут такие символы, которые требуют прям особого внимания. Не с первого раза поймешь и найдешь их здесь. То есть это прям... Не могу сказать, что это какое-то расслабление. Ну, нет, расслабление, конечно, но приходится прям приглядываться, быть очень аккуратной, чтобы не закрасить что-то не то. Потому что вот эти символы здесь вроде как и листочки, всякие звездочки, солнышки, но такая рисовка, что у этих символов проблемка. Нужно быть прям предельно собранной. Ну вот, в принципе, здесь неплохо раскрашивать этими брашпенами, хотя трудно не зайти за контур, конечно, но в целом они тут не полосят практически, ну, если достаточно хорошо напитаны.
Вот я их так как-то здесь и использую уже. Повелось это. Еще тут пропустила вот этот цвет. Но я так по мере необходимости и беру из чемоданчика другие цвета. Ну, решила так взять вне плана что-то простенькое, продвигать. Мне кажется, она пойдет довольно-таки быстро сейчас. Детали крупные, цветов не так много. Забавно. Я заметила, что здесь красные оттенки махрятся. Я дораскрашивала. Красный цвет меня стал подводить. Нет, вот это надо будет сейчас доделывать, но я не знаю, он как бы полосил, причем так основательно полосил. То есть, если как бы остальные брашпены еще нормально, ну, они как бы и не подсыхали, а с красными какая-то напасть. Это даже я брала не красный, а такой бордовый, что ли. Ну ладно, я сейчас его еще раз возьму и вот здесь пройдусь, потому что мне это совсем не нравится. Вот эти белые пробелы, они видны довольно сильно. Что касается с того, как с обратной стороны, ну, бумага такая, как видите, немножко намокла, так как это аквамаркеры, и не могу сказать, что они прям супер напитаны, но так или иначе. Вот здесь вот просвечивает практически на грани протечь, но, по счастью, не критично. Все это перекроется. Ну, в общем, такие чудики получились. Ну, я рада. Раскраска продвигается. Плюс одна иллюстрация раскрашена. Пораскрашивала на камеру. Использовала брашпены, так как чаще всего они у меня лежат без дела. Это хорошо. Я еще поняла, что, по-моему, на какие-то раскраски не сняла по листушке, а может быть сняла, но я некоторым не присвоила номера и не записала их в свой блокнот. Тоже надо сейчас этим будет заняться. Обязательно. Вот мой блокнот, куда я записываю все раскраски по порядку. И вот летний сад, и я люблю раскрашивать то, что мне подарили Марина и Юля, канал Маринины раскраски. Девчонки, привет, и огромное спасибо за подарок. Плюс я еще покупала пейзажи, животные от Клевера, и это все надо будет сюда записать. Ну, в общем, всего у меня будет 257 раскрасок на данный момент. Сейчас еще достану стикеры, какую-нибудь ручку вот такого любимого цвета. Надо, кстати, еще будет обложку сделать сюда. Ну, а это видео я буду завершать. Если оно вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, потому что впереди много интересного. А еще заглядывайте в Инстаграм 37 рыжая 38. Я благодарю вас за просмотр, желаю вам здоровья, хорошего настроения, вдохновения, уютных раскрашивательных вечеров. До скорой встречи, пока-пока.